Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в этот час решили присоединиться к нашему немного экспериментальному, но прямому живому эфиру с Юрием Дудкиным. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Рад всем, так сказать, на вашем канале, особенно подписчикам, которые вас активно комментируют, и тоже выношу им свою личную благодарность. Да, собственно, для подписчиков мы и делаем наш разговор сегодня, Да, в эту субботу, в прямом эфире. Почему? Потому что, ну вот как всегда, два слова о формате прямых эфиров на канале Александр Шелест. Собственно, все просто. QR-код, который видите на экране, возможность прямо на этот же экран вывести свое сообщение, вопрос, мнение, пожелание, если работает сервис. Всем большая благодарность за то, что поддерживаете, ставите супер спасибо, супер чаты, если опять-таки в вашей стране это есть функция. Ну и, конечно, собственно, почему в прямом эфире? Потому что заблаговременно есть возможность задать вопрос и в закрытом клубе в Телеграм-канале Шелест, и в сообществе YouTube. Как обычно, традиционно все этим пользуются. В финале у нас будет сессия ответов на вопросы, конкретно ваши, потому что Юрий Анатольевич призывал: пишите вопросы, будем отвечать, будем общаться. Все-таки замечательно. И самое думающее, да, не без цинизма, не без едкости, но очень и очень качественное. Качественный состав нашей аудитории, это прекрасно, что даже вот днем суббота, а вы здесь в прямом эфире. Также подсоединим и, как говорится, чат трансляции подключим к сессии вопросов и ответов. Это будет в конце нашей основной беседы. Все как всегда, формат прежний. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. За кого с понедельника жестко возьмется Трамп на самом деле? Варианты ответов. За Россию, за Украину, за Европу и НАТО. Или еще есть такой вариант: ой ли, замах на рубль, удар придется на копейку. Ну, потому что мы уже слышали какие-то анонсы заявлений, да, там, в понедельник, для детей понедельника. Как бы вы ответили на этот вопрос? Потому что на самом деле действительно после встречи Лаврова и Рубио повисла некая интрига, а что передали россияне Трампу, а что ж там за заявление, а там же вроде санкции или не санкции, что к чему все идет. вы знаете, Александр, вы сняли у меня с языка вот эту поговорку «замах на рубль, удар на копейку», потому как я только вчера, услышав о том, что есть некая интрига, да, в том, что сказал Трамп, что, мол, он о чем-то поведает в понедельник, а еще, он добавил, состоится одно очень важное событие, которое потрясет весь мир, понимаете? Это как у Джона Рида, 10 дней, которые потрясли мир, когда он писал о плане Гойл-Ро, советском плане, разработанном Владимиром Ильичем Лениным. Вот нечто подобное гласит и Трамп сегодня через средства массовой информации, причем как лояльные, так и нелояльные к нему. Я лично считаю, что ни одна из этих версий не сработает, о которых вы перечислили, потому как, ну скажем так, есть такое выражение на флоте, когда на шестивесельном яле гребут 6 моряков, и каждый гребет так, как ему задумается, а само судно стоит на месте. То есть это называется гребля в раздрай. То есть абсолютно Трамп противоречит самому себе ежедневно и ежечасно. Он сегодня делает одно заявление, на завтрашний день у него меняется точка зрения, он говорит противоположные вещи. И, честно говоря, уже сами его советники, да, и красотка Левит, его пресс-секретарь, она иногда бывает в легком замешательстве. Хотя дама очень подкованная, да, она, скажем так, эрудирована, в отличие от предыдущих пресс-секретарей Белого дома, таких как там Псаки, потом это, как она, темненькая, это, Жан-Пьер, господи, Жан-Пьер, да, домовенок которая, Кузя. да, домовенок Кузя, которая брала с собой на трибуну, на пресс-конференцию, вот такой стос документов, но из этого стоса никак не могла выкачать
ни одной, скажем, вразумительной фразы для журналистов, и им это очень, так сказать, нравилось, они любили ее засыпать вопросами. Так вот, Левит, ее вопросами не засыпешь, она довольно четко, как слаломист, так сказать, лавирует между острыми вопросами и выдает всегда то, что, скажем, приятно будет ее хозяину, господину Трампу. Ну, что сказать, я думаю, что действительно ничего нового мы не услышим. Как, к примеру, мы не услышали ничего нового, когда бомбардировщики Б-2 бомбили территорию Ирана. И он говорил: ах, какие же у нас прекрасные самолеты. Понимаете, вот это уровень президента, верховного главнокомандующего, когда он называет самолеты стратегической авиации прекрасными, не понимая о том, что, может быть, в мире еще существует какая-либо альтернатива этим прекрасным самолетам. А самое главное, что результаты этой бомбардировки, собственно, были сведены к нулю. То есть там, кроме жертв среди мирного населения, да, как это, собственно, и свойственно американской военщине, ничего, собственно, эти бомбардировки к этому не приводят. Но слов, выражений, комплементарных, всевозможных разъяснительных было произнесено масса. И весь мир, скажется, с придыханием всегда смотрит на какие-то вот эти, я не могу сказать, это инициативы, а новшества, я бы сказал, да, в американской внешней политике. Но, к сожалению, мы ничего, как говорится, по факту не видим такого, чтобы могло привести Нет, действительно ко подождите. всеобщему миру Это и очень... согласию между странами как западного, так и восточного А полушария. давайте немножко подиспутируем по этому поводу. Давайте. Потому что, извините, по факту мы видим война в горячей фазе. Противостояние, с вами согласен, безусловно. Иран-Израиль закончилось. Ну, не закончилось, а война, вот именно Оно бомбардировки, никогда не закончится. а бомбардировки закончились. То есть Да, да. война, военные действия остановились. И понятно, Израиль по-прежнему наносит удары. ну, смотрите, Израиль. это же, ну да, там дроны залетают куда ни попадя, да, там какие-то еще вещи, там операции проводят, но вот это именно нагнетание большой войны на Ближнем Востоке ушло, ну, то есть Ну да, непосредственно. да. То есть не ожидает ли нас нечто подобное после понедельника? Ну, потому что, давайте так, какие-то предложения Лавров передал через Рубио. Лавров это все как бы так спрятал дипломатически, не стал комментировать, немножко поерничал, говорит: так я вам и сказал, будут большие сюрпризы. И Трамп отправился думать, да? Но Ну, вы знаете, может ли что-то такое да. сенсационное предпринять Трамп, чтобы условно все закончилось, но как бы осадок остался? Ну, извините, с осадком с этим поживем, лишь бы на голову бомбы не сыпались и люди не гибли. Дело в том, что, скажем так, не потому, что я заискиваю, поверьте, но как русский человек, я себя таковым считаю, гражданин Украины, я все-таки склонен доверять больше Сергею Викторовичу. Это первое. Второе, то, что, скажем, если бы у Трампа было иное мнение о боевых действиях на Украине, абсолютно противоположное, как вы говорите, он бы не стал своим указом, что является, так сказать, каким-то нонсенсом в современной американской политике, но конституционный нонсенс. Им очень часто пользовался господин Байден, подписывая указы о поставках вооружений на Украину, обходя Сенат. Вот. Так вот, если господин Трамп в очередной раз скажет, что я замораживаю раз и навсегда поставку вооружений на Украину, да, и, скажем, финансовую прокачку этой территории с этим незаконным президентом, то для меня это будет сенсация. В остальном я не вижу, чтобы Трамп, ну, предпринял что-нибудь архи новое и архи потрясающее для того, чтобы прекратить войну на Украине. Соединенные Штаты кровно заинтересованы, это их очень мощный, долговременный актив,
территория Украины. Причем они за него боролись все 30 лет, начиная со дня независимости, так называемой Украины, которую ей подарили. Она сама не завоевывала эту независимость, как, например, даже Соединенные Штаты, пройдя давление британцев, гражданскую войну и так далее, и получив этот день, который мы отмечали 4 июля. Ну, я не отмечал, может, кто-то и отмечал. Так вот, Украине эту независимость подарили. Вот. И она ею воспользовалась так, чтобы со временем эту независимость продавать задорого. А деньги не в государственную казну, вырученные от этой продажи, получать и класть на благо народа, а рассовывать по карманам чиновников. Вот это была идея фикс того периода и нынешнего периода. Поэтому американцы не будут терять вот с такой легкостью, да, вот этот свой активчик, в который они продолжают вкладываться. Теперь они обязали Европу, которая все время почивала на лаврах и какие-то там пела дифирамбы нацистскому режиму, а она сегодня должна будет расплачиваться за эту войну. Не Соединенные Штаты будут расплачиваться, а Европа будет расплачиваться, покупая опять тоже американское оружие. Ну, я уже не знаю, какое оружие нужно для Украины, да, чтобы победить Российскую Федерацию. А Они какое? уже, Дроны, они уже дроны-перехватчики, Юрий Анатольевич. дроны-перехватчики, а еще они же замахнулись на вот эти МИМ-104 Patriot, ЗРК американские, которым уже, слава богу, скоро будет 50 лет, да, как они разработаны были, но там пытаются их совершенствовать, я не знаю, каким образом, ну, может быть, удастся. Так вот, американцы этих систем производят всего 600 штук в год. И стоят они от миллиарда до 1,5 миллиарда долларов США. Одна установка. Вот. Дивизион, простите, состоит из 6 установок таких. Плюс посчитайте, сколько это все в сумме получается за 6 установок по 1,5 миллиарду. Таких денег у Европы нет. Значит, тогда Трамп говорит, давайте Германия даст 2 установочки, ну там еще кто-то, поскребем по сусекам. Вот. Но это для Украины чрезвычайно мало. Для того, чтобы закрыть все небо Украины, перекрыть его, потому что каждая установка каждый дивизион, простите, имеет свою РЛС. У нее есть определенный радиус действия. Ну, там приблизительно, по-моему, 160 километров. Поэтому она должна, эти радиусы должны соприкасаться, перекрывать все небо Украины. А поскольку территория Украины, площадь Украины, ну, была до недавнего времени 600 тысяч квадратных километров, да, то посчитайте тогда, сколько нужно этих патриотов для того, чтобы закрыть небо. А его на сегодняшний день закрыть, перекрыть в противоракетной и противосамолетной обороне невозможно. То есть это то, что называется безвыходная ситуация. Вот эта безвыходная ситуация, безнадега, которая сегодня висит над Украиной, в этом смысле слова. Дроны, я вам скажу, Александр, о которых вы говорите, штука полезная, конечно. Особенно в ведении бесконтактной войны. Вот. Но опять же, за дроны нужно платить. Дроны нужно совершенствовать. И чем они более совершенны, тем они дороже. Это уже не те дроны, которыми мальчишки во дворе балуются, снимая там, как бабушка идет в магазин, а потом ей показывают на большом экране и потешаются над этим. Это дроны, это беспилотные летательные аппараты, это даже не дроны уже, это беспилотные летательные аппараты, несущие определенную нагрузку взрывчатых веществ, причем в достаточном количестве. Например, сейчас те же герани раньше были начинены 50 килограммами взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Сегодня они уже совершенны и несут 90 килограммов тротилового эквивалента. Вот. Поэтому это все стоит денег. Это не так просто.
Сегодня подарки Украине уже никто не будет делать. Хотя это, конечно, сказано громко. Почему? Потому что Украине это все равно нечем отдавать. Ну, нечем. Вот уже, я не знаю, там продали землю давным-давно. Хотя еще украинские военные, идя в военкоматы добровольцами в 22 году, говорили, ми йдемо захищати землю, нашу рідну землю. Причем невзирая, восток это или запад. Вот. Шли добровольно. Но они еще не знали, вернее, уже не знали, что земля продана. Это уже не земля украинцев, граждан Украины, которая записана как недра, так и земля в Конституции Украины, которые принадлежат народу. Они не знали об этом. Сейчас они, уже узнав об этом, да, потому что шило в мешке не утаишь, а событие емкое, большое, когда Зеленский подписал все-таки по недрам вот эту вот бумажку с министром аппарата Трампа, то, безусловно, уже, как говорится, нет мотивации защищать эту землю. Вот. А раз нет недр, а раз нет экономики, значит, нет финансовых ресурсов, золотовалютные резервы на нуле. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому дронами можно, конечно, оснастить вооруженные силы Украины пока еще. Но это, опять же, имеет свой печальный конец. Потому как бесконечно это повторяться не может. Нужен успех на фронте со стороны Украины. Вот это ключевая фраза на сегодня. Нужен успех. Успех был достигнут, когда в результате Стамбульских соглашений удалось отвести от Киева, от Херсона, от других районов российские войска. Ну, он, конечно, не принадлежит ВСУ, этот успех. Он принадлежит в первую очередь дипломатии. Вот. Но, опять же, этот успех был ничем не подкреплен. И на сегодняшний день не подкреплен. Там есть версии, конечно. И тут дело не в пропаганде. Версий много, Нет, да. смотрите, если так разобраться, то плацдарм на правом берегу в Херсонской области был жутко неудобен, и поэтому Суровикин, который тогда командовал, взял на себя, мы же это все помним хорошо, взял на себя ответственность, вышел с обращением, говорит, неудобное решение. То есть там было неудобное решение. А в Киеве удобно? А по Киеву тут уже как вопросы, кто как подает. Да? Украинская сторона подает, что выбили, там, гнали, выгнали. Хотя по большому счету все же понимают характер войны, противостояния. Если бы захотели, то, например, там, условная там, Сумы и Чернигов, да, то есть оттуда бы точно никто бы никого не выгнал. Ну, конечно. Потому что... Вот сейчас как раз все возвращается на круги своя. И опять же, я еще раз повторюсь, что Украина, ну, ничего не демонстрирует уже много-много времени. Во всяком случае, за последние 1,5 года никаких существенных результатов на фронте Украина, ВСУ не показали. Ну, вы же видите, как отвечает на это пропаганда, мол, а что показали российские войска? Ни одного областного центра не взяли, никуда не продвинулись, нет вот этих прорывов глубоких и так далее. Они могут говорить все, что угодно, но я сейчас не буду перечислять военные сводки, да, и то, насколько, например, линия фронта отодвинулась от Донецка. От Донецка, понимаете, потому что Донецк был просто вот на линии фронта. И в 22 году Зеленский вынашивал планы вместе со своими командармами про то, как они разнесут Донецк в пух и в прах с авиацией, с танками, которые у них были, и так далее и тому подобное. Сегодня фронт отодвинут значительно. Вот. Поэтому я другие города не буду перечислять, которые взяты российскими войсками. И сколько при этом погибло украинских военных. Я не буду говорить о том, какая была провальная операция в Курском приграничье, абсолютно бестолковая, ради того, чтобы, ну, как бы поторговаться, а вдруг проскочит этот вариант. 76 тысяч погибло украинских солдат. Ради чего? Это успех? Это вы называете успехом? Боже, сохрани. Поэтому все это на совести тех, кто в Киеве сегодня правит бал. Мы не просто так зашли. Мы сейчас поговорим, конечно, а что может предложить Россия нового. Это тоже очень интересно. Обсудим, конечно, удары по западу страны сегодняшние, но поддерживая вот эту
Но это не ностальгия, поэтому нет ностальгии. Ну, такую нотку воспоминаний. Сегодня очень активно распространяется фильм, который внезапно BBC сделал, и прям целый ряд заявлений прям звучат абсолютно иначе. Фильм, понятно, там духоподъемный, в стиле, ну, понятно, там, как начиналась война, какие заявления. Очень интересные кадры и комментарии прозвучат. Я давайте несколько вам предоставлю возможность прокомментировать, потому что это прям, ну, нечто новое. Значит, Зеленский говорит: Путин как убийца просто делает свою работу без эмоций. Для меня же работа – это часть жизни. Я люблю Украину и хочу мира. Я хочу, чтобы люди помнили это время и уважали меня. Но это лишь часть моей жизни. Для Путина эта война и есть его жизнь. Причем говорит о том, что я обещаю, 30-35 лет я не буду у власти, как Путин, в этом фрагменте. И по поводу Зеленского очень интересный эпизод. Ну, я не буду пересказывать дословно. Он говорит о том, что, ну, если так очень коротко, чтобы врать, нужно мужество. Мужество. Ну, потому что я люблю говорить правду, но иногда приходится, потому что это, видимо, относится к началу Ну, войны. когда Зеленский говорит о 42 тысячах за 4 года погибших, за 11 лет вернее, то это мужество, действительно. Это мужество Ну, с его это стороны. речь шла, Юрий Анатольевич, о начале войны, когда там почему не предупредили заранее, люди бы эвакуировались и перегородили Мгм. дорогу военным, которые шли вот как бы отражать, ну вот такая Ну, версия, вы Господь с помните. ним, да. Что за Так маниакальное сравнение себя с Путиным и с чем, почему сейчас вдруг выходит этот фильм? Фильм, по сути, в этом контексте сегодняшнего дня, но он об окончании войны. Риторика вот эта вся о хорошей мине при плохом окончании войны у BBC. я не могу судить о фильме, пока я его не увижу. В Я его целом, еще не да. видел. Я его еще не видел. Я не буду говорить так, как раньше говорили цензурированные органы Советского Союза. Пастернака не читал, но осуждаю. Это не в моем стиле. Поэтому, когда я посмотрю этот фильм, я, может быть, выскажу свое какое-то мнение, субъективное мнение. Что же касается высказываний господина Зеленского. Ну, во-первых, Путин во власти не 35 лет, а 25 лет. И господин Зеленский, как всегда, здесь проявил свое мужество, в кавычках. Вот. Далее, да, далее, это не единственное его мужество, которое он проявлял. Он проявляет его каждый день в своих обращениях, особенно вечерних, на ночь глядя для мирных граждан, которые сегодня находятся под обстрелами российских ракет в Киеве и куда не могут выехать. Далее, что хочу сказать по поводу того, что он борется за мир и хочет мира. Вы знаете, я гораздо ярче вспоминаю его предвыборную риторику, предвыборные выступления. Я сейчас не буду все, как говорится, повторять его перлы, которые он там издавал, да, различным журналистам, общественным деятелям, ну и так далее и тому подобное, по поводу русского языка, по поводу гражданской войны на Донбассе. Там были очень яркие его высказывания, как кандидата в президенты, подчеркиваю, а не шоумена. Это есть в этом разница. Вот. Но это мужество продолжает до сих пор развиваться в нем. Вот. Следующий момент, что интересно, вы знаете, когда уже были такие откровенные бои на Донбассе еще до 22 года, причем это уже действительно была полномасштабная война между восставшим народом на Донбассе, которого там проживало 7 миллионов человек, и все они были гражданами Украины, подчеркиваю. Вот. То в это время господин Зеленский в Российской Федерации и в том числе на Донбассе проводил свои концерты и корпоративы. Да? Вот он тоже был очень последовательным в этом плане и как-то не высказывался по поводу того, что убивают его соотечественников на войне, а он там гримасничает, вот, зарабатывая денежку себе, и не только себе. Перед Безлером, да. Да, да, да. Вот, поэтому
очень многое можно сказать о шоумене Ну, Зеленском, прос- который продолжает на сегодняшний день гримасничать, изображая президента. Простите, пожалуйста, но некоторые моменты я понимаю, что ну, придется комментировать, как говорится, сходу. Это только вот сегодня начало расходиться. Эти фрагменты из фильма BBC и, конечно, его воспоминания. Давайте еще двоих персон упомянем в этом контексте, в контексте как бы пост заявлений. Ну, правда, вот серьезно, Юрий Анатольевич, это такая эпитафия Украине в войне. То есть все, это фильм, можно подводить черту. Почему все начинают вспоминать, как было в начале, и как это не ложится на сегодняшнюю действительность просто никаким образом. Если бы этот фильм, ну, в принципе, такие фильмы были и в 23-м году, и в 24-м даже еще как сносно, но тем не менее. Значит, очень интересные подробности выдает Арахамия. Значит, о начале войны говорит, что Путин, ну, собственно, не Путин, а что Зеленский, да, говорит, госохрана, говорит, рассказывает Арахами, через 45 минут нас окружат, поэтому есть 15 минут, чтобы уехать. Зеленский собрал нас и сказал, у вас у всех есть семьи. Я никого не осуждаю. Если вы хотите уехать, делайте это сейчас. Он сказал, он сказал, если нас здесь не будет, то люди перестанут бороться. Это первый посыл Арахами. И помните тогда это видео, здесь все, Да. Дюша, Стас, там, Дюша Метелкин, вот это как, ну, Никита, Стас, да, здесь Ой, вы мне все, такие имена называете. ну, это с Comedy Club, да, то есть здесь Я все, помню, Камеди Подоляк, я помню, да. Подоляк, Ермак, Шмыгаль, все здесь, Украина здесь, это, помним это видео. Это вот первый, да, посыл от Арахамии, очень интересный. То 45 есть дана, минут, 15 минут. негласно команда драпать. Ну, то есть вот такая была, но Зеленский не пошел на это. Да. А второй посыл, который очень интересен, от Арахамии, который тоже будут вспоминать. Вот все будут вспоминать. У нас сейчас все рассказывают, что ситуация с Бучей никак не связана со Стамбулом-1. Ну и вы не дадите соврать, это об этом было куча заявлений, то есть, мол, Арахами как бы выпал с Джонсоном, но потом это все замяли, сказали, вы не так поняли, это он не то имел в виду, не так сказали, то есть не придирайтесь. Ну вот, пожалуйста, свежий фильм, свежая Арахамия. После Бучи Зеленский позвонил мне и сказал, скажи этим подонкам делегации российской, чтобы ехали домой. А потом он добавил, мы за ними придем. Потужно, Юрий Анатольевич? Что Очень. скажете по поводу первого и Мужественно. второго? Главное, что мужественно. Ну, вы знаете, Диджей Браун, он же Арахамия, я буду называть вещи своими именами сегодня, когда-то навел большой шорох в команде Зеленского, когда признался журналистам о том, что премьер-министр Джонсон дал команду взад все вернуть в Стамбуле и воевать с Российской Федерацией. Вот тогда действительно Зеленского разорвало в клочья внутри, когда он узнал о том, что Арахамия ляпнул вот такую штуку. Вот. Он продолжает, так сказать, выливать, так сказать, свои перлы, и в том числе, скажем, это в фильме тоже есть в BBC, его выступление, или вы не знаете? Арахамии? Да. Ну вот это два посыла, Фрагмента которые... из фильма, Это да? два фрагмента из фильма, да. Ну я понял. Ну, если я вам скажу так, BBC для меня всегда имела такой фон антисоветский, антироссийский. Поэтому то, что вы, например, ожидаете от этого фильма, и то, что я, например, ожидаю, у нас, наверное, противоположные взгляды. Но это не в этом дело. Я бы вам советовал, вы, конечно, его видели, фильм Оливера Стоуна Угу. по поводу Украины, по поводу Путина. У него целые фильмы есть об этом. Это абсолютно независимый режиссер, вот, который очень глубоко вник в тему российско-украинской войны
и тему личности Путина. Вот. Оскароносный режиссер, я подчеркиваю. Это не тенденциозные BBC, которые всегда работали в одном русле. Потому что деньги, которые они получают, всегда идут из бюджета, американского бюджета. А Стоуну за эти фильмы не платила Америка. То есть он снимал их на свои деньги, потому что он миллионером является. Вот. И так как он хотел, эти фильмы, так их посмотрело огромное количество людей на Земле. Там, по-моему, аудитория была, по-моему, до 1,5 миллиарда человек. И в том числе среди американских зрителей. Этот фильм выключили из всех каналов, но в интернете, естественно, ничего не спрячешь. Вот. Поэтому там все очень четко сказано. Я бы не хотел даже сравнивать то, Нет, мы что не вы сравниваем. Смотрите, да, то, что вы пересказали, и то, что уже многим известно. А что касается Бучи, недавно, я не помню, на каком канале итальянском, уволили одного итальянского журналиста, очень известного тоже. Это было, скажем, опубликовано в издании «Коррера делла Сера», где он провел тщательное расследование по Буче, тщательное, с опросом украинских военных, с опросом российских военных. Он был и в Москве, он был и в Киеве долгое время работал. На сегодняшний день он в Киеве и в Украине в целом является персоной нон-грата по результатам этого расследования. И это все он опубликовал тоже, все вот эти моменты по Буче. Я не буду сейчас повторяться, скажем, пусть люди сами найдут эти материалы и сами сделают выводы, что произошло в Буче. А коротко, если говорить, это была откровенная провокация украинских спецслужб, направленная прежде всего на дискредитацию российского руководства и в целом российской армии. Ну, во времена войны, во времена того, когда льется кровь, это абсолютно естественно. смотрите, тут же Поэтому, очень важен другой посыл. А, Почему я говорю, что все идет к финалу? Ну, во-первых, Буданов вот вышел, сказал, да, господи, говорит, Россия, Украина и США сейчас вообще легко могут а какой договориться. финал, Александр? Мне этот Буданов не интересен. Вот какой финал? Что они говорят о финале? Как он выглядит вообще? Ну, по моему мнению, и как мне Да. кажется, это эвакуация. Кого, Это чего? как кого? Элит украинских. Украинских элит. Да, А, замена, вы этот финал эвакуация. имеете в виду? Ну, И смотрите, после эвакуации что? ну, а потом новая власть, новое соглашение. И есть же вполне себе вменяемые прогнозы, что условным новым предложением Российской Федерации для американской стороны будет любимая игрушка американцев — сыграть в демократию. Мирные пункты, референдум, дефис выборы, Да, замена лиц. Я не говорю, что это изменит какую-то суть, власть или там что-то поменяет, но лиц одних возьмут, других поставят, и эти лица, потому что они новые на этих должностях, примут удобоваримое решение для США, для России, для Украины по итогу вот этой войны. Вот я какой понял. прогноз. И поэтому я с таким посылом к вам и делюсь этими Я очень понял. интересными Я понял. подробностями фильма BBC. Не потому, что там я их там уважаю или как они себя сейчас ведут. Нет. Я понял. Тут именно вот это сейчас говорится для того, чтобы показать этот образ елки-палки Че Гевары, да, Зеленского несломленным, который уходит, понимаете? Но ведь правда, Я могу есть же, высказать свое есть же, мнение теперь, да? нет, есть же рацио под этими догадками, как вы думаете? Значит, во-первых, давайте начнем, скажем, с самого начала. Каковы были предложения России, об этом никто не знает. Никто, подчеркиваю. Поэтому остаются только догадки. Будет это так, не будет. Ну, посмотрим, что скажет в понедельник или не скажет господин Трамп. А затем, естественно, это прокомментирует и господин Путин. Следующий момент. Что касается прекращения войны. Прекращение войны ради перемирия не случится. Значит, вчера господин Лавров, после того, как вы сказали правильно вот эту фразу, да, которую он огласил, так я вам и сказал,
Он сказал следующее еще, причем не двуличное, так сказать, мнение его и, я думаю, и российского руководства, что даже если в каком-то виде какая-то часть Украины останется после подписания мирного соглашения, долгосрочного, на этой территории не будет места нацистскому режиму. То есть при этом Россия будет продолжать свою политику, внешнюю политику, на искоренение нацизма на Украине. Но можно понимать по-разному эту фразу господина Лаврова. Но я считаю, что российское влияние на Украине, всей территории Украины, будет всецело. И в этом нет абсолютно никакого сомнения. Что вы Теперь, понимаете под влиянием? Самым обыкновенным влиянием Российской Федерации. Военным, политическим, культурным, духовным и так далее. То есть это однозначно. Это даже не подлежит сомнению. Ни на какие другие сделки, как говорит господин Трамп, особенно после того, как Россию неоднократно уже обманули с этими всеми мирными инициативами, в кавычках, Россия больше не пойдет. Путина они действительно очень сильно разозлили. И в этой связи на всех условиях, которые сегодня выдвигаются России, Западу придется соглашаться рано или поздно. Если он не будет соглашаться, и Запад, и США, специальная военная операция будет двигаться на Запад. И далее. Теперь, что касается вот этих политических всевозможных картежных пасьянцев, о которых вы сказали, по отходу так называемому, элиток украинских. Значит, ну, всегда задаюсь вопросом, а кто вместо них? Ну, если так уже, да, ну, кто вместо них? Ну, менять шило на мыло, скажем, Зеленского на Буданова, или Зеленского на Тимошенко, или Зеленского на Порошенко, ну, кто это выдержит, послушайте, кто? А тем более в России. Сейчас ведь все зависит от России. Ну, это даже нет... Жму руку, обнимаю. Ну, ради бога, пусть жмет и Вы дальше. же, вы же помните эти фразы? Но нам известны и другие, так сказать, детали. При том, что он сжал руку и обнимал, он приказывал авиации военной обстреливать неуправляемыми ракетами Донецк и Луганск, где гибли мирные граждане и дети. Вот этот вот кадр, мягко выражаясь, вот тоже, при том, что он сжал руки и обнимал всех. Вот он отдавал приказы военным антиконституционные, бомбить гражданское население, не согласное с майданными решениями киевского режима. Поэтому нет, это не пройдет, однозначно не пройдет. В России никто на это не согласится. Ни верховное командование, ни верховное политическое руководство, ни тем более военные. Сегодня Путин очень прислушивается к военным. Я хочу просто красной линией выделить эту фразу. Он прислушивается к военным. Даже взять такую маленькую такую деталь, да, маленькую, когда губернатор Волгоградской области пришел к нему, прибыл в Кремль с докладом, да, там по своим делам, он сказал, что есть предложение переименовать Волгоградский аэропорт в аэропорт имени Сталинграда. Сталинград, чтобы он назывался. Путин задал вопрос, чье это предложение? Губернатор сказал, это предложение военных, которые сегодня участвуют в СВО. И вот фраза путинская. Для меня их слово закон. И аэропорт был переименован. Это маленькая деталь такая, знаете, абсолютно малюсенькая. Но в этом есть вот сермяжная правда того, что происходит сегодня в российском руководстве. То же самое, что и происходит на линии соприкосновения. Вот. То есть нет никаких, скажем, запретных тем для разговора между военными и Путиным.
И то, что он обещал им и всему российскому народу, что нацизм украинский будет сокрушен, я уверяю вас, он выполнит это свое обещание. Если не он, опять же говорю, все может случиться, все мы люди. Вот, или там перевыборы, или выборы, неважно, что может произойти, это одному Богу известно. То найдутся достойные те, кто его заменит на его посту, как верховного главнокомандующего, и тема с Украиной будет закрыта. Потому как никакие перевыборы в Украине, размены всевозможные и так далее, это американцы сейчас говорят. Да, вот, по-моему, даже на Fox News прозвучала эта фраза, что Лавров передал там какие-то предложения, да, американцам по Украине, и там есть слово «размен». Ну, я не понимаю, откуда они это знают, какая утечка произошла, где по этому поводу, какой размен, на что размен. Ну, такое, знаете, интригующее, сенсационное сообщение было на Fox News. Ну, посмотрим, как говорится, доживем до понедельника, как в том старом советском фильме. А там видно будет, там будут другие события, другие будут новости. И, кстати, одной из новостей будет то, что сегодня делает Сергей Викторович Лавров в КНДР. Это да, это прям, Где давайте он, два где он слова. вчера прилетел из Куала-Лумпур в Пхеньян. Да, Вот давайте это два тоже. слова этому уделим, потому что он сейчас находится с официальным визитом в КНДР. И вообще сейчас я очень хотел, чтобы вы тоже прокомментировали, потому что это сейчас очень принципиально важный момент. Китай, Китай, напротив Тайваня, демонстративно, красиво снято, под духоподъемную музыку, опускает на воду, ну там, простите, ну вот эти гаубицы, ну, только на воде. Ну, вот эту технику опускать. В общем, учится Китай. Причем выглядит все масштабно и очень сильно. Посыл все услышали, все кому надо, что Китай не даст России проиграть. А косвенным образом вот это остервенелое ожесточение Зеленского, санкции на там ряд китайских компаний, даже твоих каких-то поймали китайцев, студента с папой, что якобы разработку ракеты «Нептун», документацию воровали. Но этих агентов раскрыли, и СБУ задержала 2 китайцев, папу и сына. То есть мы видим это не закроешь, это не прикроешь. Лавров в КНДР, помимо того, что КНДР сами по себе достаточно, ну, понятно, режим какой, военный, милитарный, но это тоже Китай. Все это прекрасно понимают. Что скажете по поводу визита Лаврова и, ну, Китай выходит на авансцену или еще пока так, в дверях стоит, ну, вот этого противостояния? Во-первых, Китай никогда не стоял и не стоит в дверях, Александр. Это сверхдержава, ядерная сверхдержава, обладающая второй, если не первой экономикой мира. Вот. Поэтому, ну, так нельзя говорить, я так считаю. Ну, в контексте Второе, украинского то, конфликта, да. что там проводит учения Китай у берегов Тайваня, это их территория. Это их территория. Де юре Тайвань – это территория Китайской Народной Республики. Как бы что ни, даже Соединенные Штаты, признавая это, пытаются добиться от Китая признания какой-то автономии, то ли черт знает, что они там хотят уже, я не знаю. А проще говоря, провоцирует тайваньское руководство на противодействие, открытое противодействие руководству Китая. Поэтому то, что будет проходить еще и совместные российско-китайские учения морские в этом регионе, это тоже уже запланировано. Это проводится уже ежегодно. И в частности в Японском море. Совместно корабли Народно-освободительной армии Китая будут проводить военно-морские учения с кораблями Тихоокеанского флота. Вот, где будут участвовать и морская авиация, и надводные корабли, и подводные лодки. Причем подводные лодки атомные. Вот. Это ежегодное мероприятие, и никто, ни у кого разрешения спрашивать не будет. Тем более Китай у Соединенных Штатов или у Тайваня, к примеру. Потому как это, еще раз повторю,
две супердержавы, которые проводят эти учения в нейтральных водах, а не в чьих-то территориальных водах. За это существует морское право. Да, уведомление будет, что некоторые квадраты будут закрыты. И в Тихом океане, кстати, и в соответствующих морях, где будут проходить эти учения для гражданских судов. Но дело обстоит так, как обстоит. Поэтому ничего в этом странного какого-то и предосудительного нет. Американцы ни у кого тоже также не спрашивают разрешения для того, чтобы провести какие-то военно-морские маневры. В том числе и на Тихоокеанском театре действий. Поэтому все нормально, все хорошо. Я не знаю, правда, что вы хотели бы услышать от меня в этой связи, задавая такой вопрос. Но на сегодняшний день Тайвань еще остается таким, знаете, мировым раздражителем для будущих локальных конфликтов. Ну, Я бы не сказал, я все-таки делал бы упор на КНДР, потому что корейские войска, ну, определенный фактор, ну даже, понятно, даже в Курской да, да, да. области, а вполне себе могут появиться. Смотрите, сейчас прошла информация от сухопутных войск украинских, что теперь 700 тысяч, ну, украинская информация, воюет российских войск ну, на территории Украины. 700 тысяч. До этого, месяц назад, Сырский говорил 640. То есть мы понимаем, идет прирост живой силы, ну и, соответственно, там это не просто люди, это еще и техника и так далее, и так далее. То есть фактор корейский, ведь о нем не просто так все говорят полушепотом о том, что сейчас там 10, 20, 30, 50, ну они могут и 100 тысяч отправить, это дурное дело не хитрое для Ким Чен Ына. Ну да. Дело в том, что, во-первых, корейцы на украинско-российском фронте погоды не делают, это раз. Они выполняют, это, во-первых, части специального назначения. По сути говоря, это штурмовые части. То есть они особо, еще раз говорю, в каких-то глобальных операциях, они выполняют функцию поддержки российских войск. Поддержки. Но не основного авангарда. Это раз. Второе, об этом дополнительном контингенте войск договаривался секретарь Совета Безопасности, находясь в Пхеньяне Российской Федерации, господин Шойгу. Вот. Это второе. Третье. Значит, Лавров, который прибыл в Пхеньян, его миссия на сегодняшний день пока не освещена. Об этом никто ничего не может конкретно рассказать или сказать. Вот, я думаю, что мы узнаем уже это как постфактум. Поэтому сейчас эти переговоры и его визит, они находятся в закрытом порядке. Зачем он туда поехал, я сочинять не хочу и придумывать ничего не буду. Вот. Единственное, что я знаю точно, что у него очень прочные отношения с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. И она неоднократно бывала в Москве. Речь идет прежде всего не только, скажем, о военной сфере, но и о народохозяйственной и научной сфере. Значит, мои знакомые, которые проживают сегодня в поселке Хасан, поселок Хасан находится на Дальнем Востоке, прямо на границе Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Там все видно как на ладони. Значит, практически для корейцев, которые живут в Российской Федерации, на сегодняшний день уже даже открыли границу по субботам и воскресеньям, и корейцы могут свободно перемещаться к своим родственникам. И в этой связи, когда я заговорил о народно-хозяйственных, так сказать, вопросах, речь идет о помощи, минуя все санкции, которые были объявлены когда-то КНДР. Россия на сегодняшний день очень здорово помогает Корейской Народно-Демократической Республике продовольствием, в частности, зерновыми культурами, так как обрабатываемых почв на территории КНДР очень мало, критически мало. Там в основном каменистые почвы. Вот. Там даже, в принципе, не хватало риса. Но с рисом помог Китай. На сегодняшний день Россия помогает пшеницей для Кореи.
И в этой связи также еще важно отметить, что все вот эти догмы, эти выдумки и разговоры о том, что по-прежнему в Корее, в Народно-Демократической Республике Корея сегодня бытует голод, это чушь собачья. Там уже давным-давно никто не голодает, как минимум лет 10-15. Там справно работают супермаркеты, магазины продовольственные. Россия, вот мои друзья из Хасана сказали, что рефрижераторы с мясом в Корею идут просто таки нескончаемым потоком, регулярно, каждый час. И Россия в этой связи очень здорово помогает этой стране встать на ноги. Вот. Там идут большими темпами, значит, всевозможные строительства. Значит, недавно был открыт в городе Вонсан, это восток Кореи, побережье Кореи, здоровущий курортный город, такой целый, курортная здравница, где в этом строительстве участвовали инженеры и проектировщики из Российской Федерации. Корейцы сами прекрасные строители, поэтому и там, как правило, нет частных или государственных строительных компаний, там есть такой большой стройбат. Все строители – это военные. Вот они построили этот колоссальный комплекс оздоровительный, растянувшийся на все побережье этого города Вонсан. И 26 июня было открытие его. То есть связи между Россией и КНДР крепнут. Они не только между Россией крепнут, но и с Китаем продолжают развиваться. Вот. На встрече в Куала-Лумпур господин Лавров встречался со своим давним другом, министром иностранных дел Китая Ван И, где они также затрагивали вопросы совместной работы с корейцами. Сообщений было очень мало на эту тему, но корейская тема тоже затрагивалась между главой внешнеполитического ведомства Китая и России. Вот так вкратце. Да, Юрий Анатольевич, значит, давайте перейдем к очень важному, ну, скажем, понятно, что можно посмеяться ради хохмы, вспомнить дроны-перехватчики, которые там Палису, который зам Ермака, который, ну вот, говорит, будет перехватывать цирконы, кинжалы, ну, тоже разработки все идут. Но сегодня достаточно сильный и мощный был удар по Украине, причем по западной ее части. Били по заводам, причем Электрон, Львов, Мотор, Луцк, Черновцы, это три основных как бы подсвеченных объекта. Ну почему подсвеченных? Потому что там особо не скроешь. Это понятные заводы, то есть все прекрасно понимают объекты, которые были поражены. Причем прилетает не впервые. Что интересно. Но эта сила удара сегодняшнего достаточно высока по одной простой причине. Сейчас все ходят, оглядываются и вопрос задать боятся. А как так получилось, что дроны пролетели всю страну, ракеты пролетели всю страну, то есть даже с тем, что вы там приводили, радиусы, там, соприкасания, нет, ребята, то есть дело не в этом. Все пролетело всю страну и поразило конкретную цель. Досталось, там, понятно, гражданским объектам, потому что Львов, например, сегодня у меня был эксперт со Львова, да, говорит, ну, очень плотненько. И как же, это же традиция старая, за 30 лет, взять, отхватить кусок предприятия и на территории бывшего предприятия построить новостройки и продать. Срубить денег и, собственно, за бесценок. Это так, это во всех городах так делается. Поэтому все очень плотненько. Но цеха какие-то, понятно, остались. ПВО на самом деле дефицит. И вот здесь возникает, наверное, очень важный другой вопрос. Да? А что тогда из себя представляет ну, стратегия в этом отношении? Отключение конкретных цепочек, поставок, логистики. Говорят, что на моторе там собирали дроны вот эти дальнобойные, которые летят глубоко-глубоко на территорию Российской Федерации. Ну и, собственно, вот так. А так это еще небольшое количество, будет 1000 дронов. Что, вот как вам кажется, будет предпринимать, ну, условно, Украина и Запад, и куда тогда идет движение? Потому что помимо предприятий,
начали выносить ТЦК. А это вот за эту неделю, да, то есть обросло опять очередными, скажем так, заявлениями и прочими эмоциональными реакциями. Складывается впечатление, и некоторые эксперты у меня в эфире тоже об этом говорили, что, смотрите, ТЦК– это идеологический удар в большей степени. Да, военный объект, но идеологический по большей части. А удары по предприятиям– это вот конкретные военные, ну, скажем так, да, вот эффект несут. Оцените, пожалуйста, стратегию и в том, и в другом ключе последних ударов по территории Украины. Дело в том, что удары по ТЦК это скорее не идеологическое, а психологическое воздействие. То есть повлиять на психологию высшего руководства страны, еще пока страны Украины, с тем, чтобы они прекратили вот это безбожное, звериное пеленание украинских граждан в вооруженные силы Украины. Что касается вот этих заводов, бомбардировок и так далее. Да, действительно, Герани и еще сейчас есть уже Герберы, это новый тип беспилотников, вот, практически тоже имеющие основные новые принципы работы в украинском небе. Вот, значит, эти беспилотники действительно показали очень большую эффективность. А что сказал, например, ваш спикер ВВС Гнат? Он по-прежнему говорит, что все сбивают, оказывается, украинские военные. Так задаюсь вопросом тогда, а что же тогда на земле взрывается? Если украинские ВСУ до 70%, как он голосит, сбивают украинские ПВОшники. Но это второй вопрос. Теперь, что касается сборки, вот о том, о чем вы говорите, что, мол, будет наращиваться темпы сборки этих беспилотных летательных аппаратов. Ну, во-первых, для того, чтобы их собирать, нужны комплектующие, которых на сегодняшний день для массового производства этих беспилотников недостаточно. Недостаточно комплектующих. Это отмечают уже многие эксперты. Следующий момент. Те беспилотные летательные аппараты, которые взрываются на территории Российской Федерации, кратно меньшим количеством, чем те, которые взрываются на территории Украины, российские беспилотные летательные аппараты. Кратно меньше их. И они собираются, где бы вы думали, кустарным способом на территории Российской Федерации. То есть ни один беспилотный летательный аппарат на сегодня в огромном массовом количестве, там, я беру сотню и более сотни, не может перелететь границу Украины с Россией и нанести какой-нибудь сокрушительный удар. Это все-таки одиночные удары, как говорят те же бестолковые украинские политики, методом тысячи порезов они пытаются ослабить Российскую Федерацию. Вот это выражение. То были раньше жабьичьи стрелки, помните, да, на территории фронта. Теперь есть метод тысячи порезов. Вот они пытаются 1000 раз порезать Российскую Федерацию, нанести ей какой-то ущерб. Скажу так, что на сегодняшний день в России там различного класса производятся дроны и беспилотные летательные аппараты. По некоторым показателям производство их в год уже превышает 1 000 000 штук. 1 миллион штук. То есть это говорит о чем? А говорит о возможностях Российской Федерации в этой связи. Плюс ко всему, над этой темой работают очень многие институты, очень многие молодые люди, занятые в институтах военной сферой. Так, например, вот известные баллистические и крылатые ракеты «Искандер» были когда-то изобретены, ведь об этом мало кто знает, студентами 5-го курса МВТУ имени Баумана еще в конце 80-х годов. Но став президентом России Ельцин, значит, эту тему прикрыл когда-то. Ее пришлось раскрывать уже когда господин Путин стал президентом Российской Федерации. То есть приходилось догонять в этой связи.
Теперь же в сфере беспилотников в России есть очень большие ценные предложения, которые, кстати, она иногда на каких-то международных авиационных выставках делится с государствами, с которыми она сотрудничает. Кстати, с тем же Китаем. Вот. И в этом есть определенный задел и положительный успех, обещающий успех. В Украине, к сожалению, будут продолжаться вот эти удары, будут выявляться, как вы правильно сказали, удары по засвеченным предприятиям. И есть еще такое мнение тоже, что к концу лета, уже ближе к зиме, в середине осени, Российская Федерация будет наращивать свои удары, продолжать наращивать по энергетике. Вот по энергетике здесь вопрос серьезный. Юрий Анатольевич, я прошу прощения, конечно. Да, Но это какой-то... Ну, мы сегодня там... Я не планировал, на самом деле, много уделять внимание этому... Ну, во-первых, гаданию на кофейной гуще, что там будет в понедельник, да? да, По поводу оружия вы сказали, что теперь официально, да, есть прокладка между Америкой и Украиной. Это НАТО. Ну, то есть передают НАТО, НАТО передает в Украину. Ну, тогда уже возникает прямой вопрос. Получается, что НАТО участник конфликта, идет война с НАТО, подкрепление, естественно. ну, то Да, есть это да, да. логично. Плюс очень смешная информация про, ну, как смешная, на самом деле это ничего смешного, ищут в 110-й бригаде переводчика с испанского языка. Шел 4-й год войны, называется, да, то есть колумбийцы, как бы всякие там товарищи. Совершенно верно. Ну, то Да, есть да, я совершенно верно. почему тут, ну, вы, собственно, прервал серьезное течение нашего разговора. Продолжают просто разлетаться по всем там разным пабликам фрагменты фильма и цитаты его участников. Зеленская, которая говорила, что она до последнего момента думала, что вдруг там проиграет Зеленский. Ну, она, Да, там, да, да. она предстает такой женщиной, ну, вы понимаете, то есть Домашний, не домашней, а несчастной женщиной. И несчастный. давайте будем откровенны, действительно, как женщина. И поэтому, как только господин Зеленский бывает в Европе или за океаном, она непременно посещает огромное количество бутиков и магазинов, Не, ну надо проявляя как-то... свое несчастье. Нет, ну подождите, Я надо понял. же каким-то образом компенсировать отсутствие мужа. Да, да, Ну, да, то да, есть, да, да. мне кажется, гораздо все было и по бутикам, и по богатству, и по всему было, и в семейной жизни было лучше до президентства Зеленского у этой пары. Мне так почему-то кажется. Ну, это такое. Чужая семья потемки. Выпер... Что вас так насмешило? Арахамия Арахами опять? Зеленского, простите, Зеленского часто били в детстве. Он всегда говорил: найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все поймут, что ты тот, с кем стоит иметь дело. Вы Мудро. понимаете? Мудро. Вы понимаете? Для меня... А кто будет бить в лицо? Тот же, которого бьют в виде Зеленского? Ну Он да, это имел? получается, конечно. Ну, это как... Так если его бьют, и он не может за себя постоять, как же он найдет этого, который бьет, и как он достанет до его лица? В прыжке или как? Я вот не могу понять. Понимаете, в чем дело? В чем смысл фразы Арахами? И стоит ли вообще его сегодня упоминать? Очень стоит. Почему? Потому что вот эта премудрость, которую он поделился в фильме BBC, вот только что мной Да. процитированная, это какой-то лютый позор. Я так даже сильно не акцентировал в беседах со своими гостями на этой неделе. И вообще вот пару дней. Вчера в Польше впервые отмечали, ну как отмечали, нельзя говорить отмечали. В общем, назначен день жертв Волынской резни. Вы как Да. историк, вы понимаете, Да. что это решение исключительно польское, политическое. Для поляков это дело святое. Это вообще-то, святое да. дело, но давайте так, если бы у нас была грамотная дипломатия, мы могли бы это, ну, как бы как-то избежать официального дня памяти в Польше вот такого. Но для меня вот этот сегодняшний Арахамия, да, который там часто били Зеленского в детстве, и он руководствовался принципом, надо прийти к главному, ударить его, и тогда тебя все зауважают.
Это один позор. Но для меня был позор пару дней назад, когда Дуда говорит, что Зеленский узнал о самом факте Волынской резни от него. То есть все как бы, Замечательно. я не знаю, я могу ошибаться. Да и, собственно, Саша, ну вы понимаете вот уровень этих да, людей? вот, Уровень вот их. это страшно. А от этих людей из-за них, за их, простите, задницы погибают лучшие люди, славяне, воины, люди, которые знают свое дело, военные, или просто мужественные люди, которые пошли на войну с первых дней, которые сейчас не знают, как оттуда вырваться, потому что по блату, по большому, ну, увольняют из армии или по каким-то связям. То есть Да. то есть вот в этом беда. Беда деградации личностей исторических. Вот я в этой связи, кстати, очень интересная тема Польши. Я бы мог, наверное, очень долго о ней говорить. У меня есть один журналист, знакомый, поляк, прекрасно владеет русским языком. Вот, молодой человек, он закончил российский вуз. Ну, молодой для меня, я думаю, если я скажу, что ему 46 лет, то вы, наверное, улыбнетесь тоже. Но он гораздо моложе меня, поэтому очень эрудирован, очень хорошо информирован и прекрасно знает вообще-то мой коллега, историк. Вот. Но на сегодняшний день он такой, знаете, фрилансер, свободный журналист в Польше. И он провел на улицах, есть в Ютубе, кстати, этот фильм, его небольшой. Он провел на улицах Польши, это когда было 9 мая, День Великой Победы, он провел опрос среди поляков, причем в разных городах, в Варшаве, Гданьске и в Кракове. Он задавал единственный вопрос полякам, брал, так сказать, различную категорию людей, старшего возраста, молодых, среднего возраста, людей, которые пережили, кстати, Вторую мировую войну. Вторая мировая ведь тоже, скажем так уж, ирония судьбы такова, что началась с Польши 1 сентября 1939 года. Задавал единственный вопрос. Кто победил во Второй мировой войне? Ну, казалось бы, да, вот абсолютно очевидная вещь для многих, кто хотя бы маломальски хорошо учился в школе. Правда, не в современной украинской школе, ну, а где-нибудь, скажем, еще там. Или тем более в советской школе. Так вот, результаты действительно потрясающие. Они даже не потрясающие, они изумляют и в некотором роде даже ошарашили меня. Потому что поляки, вот я опять же подчеркну, различного возраста имеют различную оценку на эти события. Кто победил во Второй мировой войне. Значит, поляки глубокого старшего возраста, ну, это я беру 70 и более лет, безусловно, сказали, что Красная Армия победила во Второй мировой войне и освобождала Польшу. И даже они знают, что за освобождение Польши погибло 600 тысяч советских солдат в тот период времени. Значит, люди, которым 50-40 лет, да, вот этот, скажем, такой разрез, ну, до 60, будем так говорить, и уже, так сказать, они заточены на польский национализм там и так далее и тому подобное, говорят, что победило войско польское во Мгм. Второй мировой войне. Вот. Ну, а о молодежи там уже даже говорить не приходится. Все в один голос, ну, практически все, там с небольшим отклонением, убеждены в том, что во Второй мировой войне победили Соединенные Штаты. Они даже не упоминают Великобританию. Они говорят только Соединенные Штаты. Хотя в Великобритании в тот период времени все польское правительство туда эмигрировало. Ну, хотя бы уже из этих соображений, да, польские бы историки написали какой-нибудь учебник, да, что там, находясь в правительстве в изгнании, в Лондоне, оно вело борьбу с немецким фашизмом. Нифига. Вот, то есть четко заточены. Победили Соединенные Штаты Америки. В том числе, вот когда вы вспоминаете о Дуде, да, я думаю, что он не исключительный болван. Он прекрасно понимает все, скажем, что творилось на Украине. И в частности, очень четко, я думаю, что он даже прочел те документы, которые были, скажем, раскрыты
с них был снят гриф секретности по Волынской резне, не все, правда, документы. Вот, и он прекрасно понимает, кто такие ОУН-УПА, Нахтигаль и Роланд, вот эти эсэсовские батальоны, и под чьей эгидой они создавались. Вот. И какие, скажем, акции проводили на территории Польши. Ведь Волынь это, ну, такая, знаете, наиболее яркое историческое событие, чудовищных, я подчеркиваю, мер борьбы с польским народом. И в том числе тех, кто ненавидел поляков многие-многие века. Я прежде всего говорю о украинских националистах, выходцах, кстати, выходцах из Австро-Венгрии. Но на сегодняшний день Польша, как мне кажется, люди постепенно, ведь интернет такая штука, да, что он либо вредит, либо помогает тем, кто хочет чего-то добиться, найти какой-то правды. Интернет помогает многим молодым полякам, и даже уже не молодым, в, скажем, зрелом возрасте, понять, что за события были в тот период времени. Но при всей той любви, которую якобы внешне испытывает польская власть к Украине, я не знаю, брать это слово в кавычки или нет, но во всяком случае ранее она демонстрировалась так нарочито. Вот. И польские президенты были, и Туск сейчас, премьер-министр Польши, все так же провозглашает вот эту несокрушимую связь польской власти с украинской властью. Я думаю, что внутри вот эта червоточина, да, она еще долго будет храниться в умах и в сердцах поляков, которые, ну, скажем так, прекрасно понимают, что происходило в тот период времени. Заметьте, в свое время, да, Вилли Брандт, канцлер Германии, встал на колени перед жертвами Холокоста, вот, и просил прощения за содеянные преступления германским фашизмом перед еврейским народом. Украина этого не сделала до сих пор. Ни один из президентов Украины не покаялся в этом за тот период времени. Ну, в принципе, да, понятное дело, что они не принимали участие в этих событиях. Мы уже, кажется, другое поколение. Но власть должна разделять те исторические проблемы, исторические события, которые происходили, и которые до сих пор еще влияют на отношения между народами. Да, Юрий Анатольевич, давайте подведем итоги нашего опроса и перейдем к вопросам зрителей. За кого с понедельника жестко возьмется Трамп на самом деле? 11% за ЕС и НАТО, 12% за Россию, 13% за Украину, ну и 64% ой ли, замах на рубль, удар на копейку. Ну, такие мнения наших зрителей, что скажете? Я думаю, что законопроект Линдси Грэма будет обсуждаться. Будет ли он подписан президентом Трампом, я в этом сомневаюсь, потому как предстоит еще встреча в верхах на высшем уровне между Трампом и Путиным. Это пока еще обсуждается. Вот, правда, дата и время затянулись несколько по определенным причинам. Поэтому вот так рубить те ниточки, которые на сегодняшний день еще возникли по дипломатическим каналам, и за эти ниточки еще можно как-то влиять друг на друга, договариваться, Трамп не будет. Трамп не будет. Безусловно, какие-то внешние факторы возможны, влияние на Россию, или, как сейчас голосят в Европе, особенно в Евросоюзе и в НАТО, особенно вот лидеры, которых, скажем, я мог бы не комплиментарно выражаться, оказывать давление на Путина они хотят. Ну, давилка-то у вас, ребята, еще не выросла, чтобы оказывать давление на Путина. Вот он на вас еще может оказать давление.
Ну, попробуйте, попробуйте, может, у вас получится, хотя это очень чревато. Поэтому я к этому вопросу отношусь еще достаточно спокойно. Мгм. Вот. То Да, есть, начнем нашу сессию ответов на вопросы. У нас 10 тысяч человек онлайн. Спасибо большое, что смотрите. Поставьте, пожалуйста, лайк. Начнем с вопросов из сообщества YouTube. Чтобы большее количество, ну, как бы объять, Юрий Анатольевич, да-да. по-военному, лаконично, но чтобы большее количество уважить. А, Поехали. Лина спрашивает, каково будущее у Европы и в частности восточной? Те, кто у власти, способны думать о таком сейчас? Восточная Европа на сегодняшний день не расцветает. Вот. Поэтому все благие намерения, когда они испытывали со вступлением в ЕС, к сожалению, иссякают постепенно. Эти намерения даже иссякли уже у восточных немцев, уже не говоря о других странах Восточной Европы, в частности, Венгрии, Словакии и других государствах. Поэтому их будущее все-таки, я думаю, это обретение полной независимости от ЕС. И ЕС, к сожалению, я не могу предсказать, ну не то что предсказать, подумать о каком-то рассвете Евросоюза. Пока длится война на Украине, к сожалению, в ЕС, а может и к счастью, это как кто хочет посмотреть, ЕС будет источать себя, то есть она будет иссякать. И в финансовом, и в политическом смысле этого слова. И те лидеры, которые находятся сегодня в ЕС, они не способны вытянуть Евросоюз на какой-то должный прогрессивный уровень. На сегодняшний день экономика Евросоюза, к сожалению, находится в рецессии. Виталий, добрый день, Александр Юрий Анатольевич. Вопрос. Многие организации после того, как дискредитировали себя, были переименованы. А как насчет такого явления, как выборы? Не стоит ли выборы переименовать в что-нибудь другое? Заранее спасибо за ответ. Ну, пока что человечество не изобрело ничего иного, кроме выборов. Это высший принцип, так сказать, демократии, да, и демократия, скажем, в полном смысле слова проявляет себя там, где эти выборы являются всенародными, а не такими, как, например, в США, которые, где 250 лет участвуют в выборах только две партии, и в выборах участвуют исключительно выборщики. Вот эта архаичная выборная система, называемая проявлением высшей демократии, на сегодняшний день себя изжила. Мы это видели при выборах президента Соединенных Штатов. Алексей, сейчас учебники истории написаны с восхвалением Зеленского и Порошенко и ненавистью ко всему русскому. Нужно ли их переписывать, пока не поздно? Ведь в таком случае молодое поколение будет совсем оторвано от реальности и будет идеологически накачано ненавистью к России, к чему это может привести. Это вопрос очень глобальный. Вопрос касается в первую очередь системы образования, как в средней школе, так и системы образования высшего образования, особенно в гуманитарной сфере. Вот. Поэтому вопрос очень емкий, объемный, и этим должно заниматься непосредственно государство. Для того, чтобы занималось этим государством, должно быть в этой области государственная политика, выработанная очень четко. То есть без каких-либо допущений, припущений. История должна преподаваться в школах, в вузах таким образом, чтобы исключить переписывание ее, вымарывание и так далее и тому подобное. А это очень непростой и нелегкий путь. Для этого должны быть привлечены в первую очередь профессиональные научные кадры. И еще раз подчеркну, должна быть политическая воля государства. Значит, Петр, многие считают, что у Зеленского был шанс сделать все то, с чем он шел на выборы. А я считаю, что у него не было этого шанса никакого, потому что финансовые интересы его лежали на Западе. Что вы думаете по этому поводу? А скажите, пожалуйста, я могу, так сказать, конечно, риторический вопрос задавать, потому что у нас односторонняя связь. А вообще господин Зеленский в тот период времени способен был быть президентом? Вот выбирая его 73% избирателей, отдавшими за него голос, кто-нибудь задавал себе вопрос из этих 73%, бросавших в бюллетень в урну,
способен ли этот человек фактически прекратить войну на Донбассе, к примеру, братоубийство на Донбассе, или же стать экономически независимой страной при огромном количестве ресурсов, которыми наша страна обладала. Никто этим вопросом не задавался. Вот с этого надо начинать. Иван Волков. Знаете ли вы Мартьянова, который автор нашумевшей книги «America's Final War»? Служил на Тихоокеанском флоте, после развала Союза эмигрировал в США. Согласны ли вы с его мнением, что вооруженные силы Запада деградируют? Нет, я, к сожалению, не знаю этого человека. К сожалению. Может быть, действительно, я сейчас поинтересуюсь, почитаю, если уж вы мне сообщили об этом. Я очень много читаю книг профессора, известного политического обозревателя Валентина Зорина. Был такой в Советском Союзе, американист, который от А до Я, от создания образования Соединенных Штатов до своей, так сказать, смерти, Валентин Зорин описывал очень подробно многие события, особенно события, ярко он описывал в своих книгах события Карибского кризиса в начале 60-х годов. Вот. Поэтому Мартьянова или Марьянова? Мартьянов, да. Мартьянова, да, я постараюсь найти, почитать. Спасибо вам. Большинство украинцев выступают за мир, но при этом почему-то военный патриот Залужный на первом месте во всех рейтингах. Как это возможно? Ведь Залужный выступает за войну до последнего украинца или нет? Кстати, Залужный, как ни странно, поменял свое мнение насчет последнего украинца. Вот если послушать его последнее интервью, да, которое он дает, то он там недвусмысленно намекает на то, что вооруженные силы Украины сейчас не то чтобы способны наступать, они даже не способны обороняться в достаточной степени, потому как нет, в первую очередь, людских ресурсов. Во-вторых, Украина не производит в достаточной степени своих основных видов вооружений, то есть отсутствует ОПК, оборонно-промышленный комплекс. И Залужный точно таким же мог бы быть президентом, как и Зеленский. В этом я не вижу никакой разницы. Здравствуйте, Василий из Одессы. Юрий, где вы живете, давно ли вы там? Вопрос такого характера. Задаю исключительно из-за того, что вы явно топите за Россию. Я понимаю, что много украинская власть сделала, чтобы эта война началась. Однако, те, за кого вы топите, тоже не д'Артаньяны. Один всего лишь пример. Неся в массы русский мир, уничтожили в Украине ареал обитания русских. Опять же могу задать контрвопрос. А скажите, пожалуйста, вы в курсе, сколько до 22 года, даже до 2014 года в Украине проживало русскоязычных и русских граждан? Вот как вы думаете, если они ставят, вернее, если они считают себя русскоязычными, воспитывались в русской среде, учились в русских школах, это все я говорю об Украине. Если их родители говорили всю жизнь на русском языке и другие предки, они что, топили за Россию? Вот вопрос повисает в воздухе, да? И в один прекрасный момент украинская власть, придя законно, подчеркиваю, а потом уже и незаконно в 2014 году скажем, к власти, говорит, что всех русских надо убивать. Или вы этого не слышали? Москаляку на геляку, москалив на ножи, вот эти мемы, вот эти нафакельные шествия антирусские, антироссийские. Антироссийские, да ладно, но почему антирусские? Ведь в Украине миллионы русских граждан живут, этнически русских. Русский и российский – это разные вещи. Российский – это подразумевается, когда человек гражданин Российской Федерации, а русский – это этническая принадлежность. Понимаете? Еврей – это не значит израильтянин. Евреев полным-полно в мире. Но фашистская Германия проводила свою политику решения еврейского вопроса вне зависимости от страны, правда, тогда не было еще Израиля, уничтожение еврейской нации. Сегодня этим нацизмом повязана вся украинская власть. Уничтожение всего русского. И Сергей Викторович Лавров, кстати, недавно, министр иностранных дел, вчера даже,
заявил о том, он передал госсекретарю США цитаты высшего А руководства украинской что это за власти. шаг такой? В смысле? Ну, вот зачем? Смотрите, многие потешаются над Послушайте, этим ну шагом. пусть потешаются, ради зачем? бога. Но потешаться можно из чего угодно. Но когда фактически тот же Подоляк или другие, или тот же Зеленский говорит про русню, это высшее руководство страны. Ну как над этим можно потешаться, Александр? Я могу может потешаться там кто-то из 95-го квартала, который не во власти. Вот. Пусть они потешаются. Но когда власть говорит о русне и что ее надо убивать, ну это нацизм в голом виде. Это даже не комментируется. Михаил, можно ли считать стратегией России не двигать фронт резко, понимая, что в какой город, село зайдут бои, придется восстанавливать за счет России? И можно ли ожидать легкого отступления России, чтобы ВСУ заняли вновь позиции, которые уже пристреляны и известны РФ? Явного отступления сегодня я лично не вижу ни на одном из участков фронта, даже со стратегической точки зрения. Вот. Для России сегодня отступление пока что не в повестке дня. Ну, а во-вторых, то, что Россия будет восстанавливать, во-первых, для того, чтобы восстанавливать, нужно разминировать. Многие даже не понимают суть этой колоссальной проблемы. Потому как Восточная Украина, в принципе, на сегодняшний день представляет сплошное минное поле. И для того, чтобы это минное поле, значит, дезавуировать, разминировать эти участки, тысячи гектаров земли, значит, нужны колоссальные средства. Вот для этого вначале будет проведено тотальное разминирование, а затем уже будут восстановительные работы. Как это, например, делается в Мариуполе. Мариуполь сегодня разминирован и восстанавливается. Да, переходим к чату трансляции. Вопрос. Еще 3 года назад гуляла информация, что те 300 миллиардов долларов, что сейчас заморожены в Европе, были предназначены на развитие Украины, на ее сотрудничество с Китаем. Что вы об этом думаете? Значит, золотовалютные резервы, о которых вы говорите, и которые заморожены на сегодня в Евросоюзе, да, сегодня очень активно обговариваются на Западе с тем, чтобы их изъять в пользу Украины. Вот. Но говорить, как это говорилось в Риме, о восстановлении Украины, каком-то мифическом, ну, послушайте, это все равно, что говорить о полете сейчас украинского космонавта на Луну. Вот. Нет ни космонавтов, ни украинских космодромов для того, чтобы туда что-то запускать. Прежде чем начинать восстановление Украины, нужно, чтобы закончилась война. Вот. Тогда можно говорить о восстановлении. Это раз. Во-вторых, кто считал эти убытки на сегодняшний день, которые, значит, повергло украинцев многих в ужас от тех разрушений, которые сегодня существуют. Ну, кто их считал? Кто оценивал это? Зеленский говорит о триллионе долларов. На Западе уже говорят о, по-моему, 500 миллиардах долларов. Но кто это считал? Это одни разговоры только, пока что не имеющие под собой никаких оснований. Вот. Понятно. Да-да. Рио пользователь. Почему Россия не применяет орешник? Ну, это надо спросить, наверное, у высшего руководства Российской Федерации. Я не могу на эту тему ничего не сказать, но могу сказать одно, что орешник, система орешник, основанная на новых физических принципах, этот тип оружия, на сегодняшний день запущена в серию. И будет к концу этого года эти системы будут размещены на территории Беларуси. Вопрос. Вчера говорил с человеком из Киева. Пользователь пишет, КАП, пользователь, имя такое. Значит, он уверяет меня, что Украина побеждает и через 2 года в России будет мятеж. Откуда берутся такие выводы после 3-летнего уже увиденного? Мы с вами свидетели того, что Путина арестовали в Новоогареве неоднократно, вот, и что там произошел государственный переворот. Не верьте вот этим досужим умыслам и начинайте думать головой и опираться на факты, причем из разных источников, а не на разговоры и сплетни в телеграм-каналах. Вот это самое замечательное завершение нашего сегодняшнего эфира. Друзья,
Если вам понравилось в прямом эфире общение, ставьте лайк и, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Юрий Анатольевич, я их читаем, изучаем и благодарим вас за внимание. Юрий Анатольевич, благодарю за время и мысли. Спасибо большое, Александр, было очень интересно. Всего доброго. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.